Поддержка мультипоинта, отличные сенсоры приближения, более 10 часов автономности и дизайн, который благополучным образом скопипастили с нескольких топовых моделей. Бокс, допустим, с Pixel Buds 2, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. На борту 9-мм подвижные драйверы, двухуровневый прозрачный режим, активное шумоподавление до 35 дБ с 3 режимами мощности. Правда, этим делом мало кого удивишь, допустим, у Oppo Enco Free 2 до 42 дБ. Сенсорное управление тапами, завезли поиск наушников, защиту от брызг и пыли, без подзарядки с боксом, 28 часов работы с учетом использования самих наушников. Это неплохо. Поддержка беспроводной зарядки бокса на борту, и это обновленная версия Redmi AirDots 3, которую производитель прокачал и на выходе получил модель, готовую нас удивлять. Кстати, на AirDots 3 вы можете посмотреть обзор по ссылке в правом верхнем углу экрана. Тоже достойные наушники по мне были. Эти порадовали, но, если честно, не особо удивили. Сейчас вам все расскажу. Cube 888, всем виват, привет новым снэпам. Вы на канале Пользы.нет, я Саня, канал без мата, розыгрышей море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянные — это 5 Mi Band 6 серии, разыгрываю за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Рандомно на стримах. Подписывайтесь с колоколом, и сегодня я расскажу вам про наушники, которыми пользовался уже около 3 недель. И поэтому они уже слегка потеряли свой презентабельный вид, но я уже могу о них рассказать сознанием дела. Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro. И могу сказать, что исходя из прошлых версий, эти наушники слегка превзошли мои ожидания, но не особо, учитывая их внешний вид. Ох уж эти блестючки. О них я больше не скажу, но вы поняли. Полетели. Коробка пришла со слегка помятыми углами. Сразу хочу обратить ваше внимание на оформление упаковки. Белая минималистичная коробка, с фронта переливающееся название ушей и их изображение. Кстати, кто не знал и не видел их еще, это прямая отсылка к дизайну наушников. На задней части коробки у нас картинка наушников в боксе. Далее спеки и полная техническая информация о комплекте. Но все на китайском, как всегда, глобалки пока нет. Идем дальше и постепенно открываем саму коробку. Открываем достаточно легко, нет запаха клея, соответственно, запаха Китая тоже не положили. И тут в комплекте нас ждет зарядный кейс с наушниками, 3 пары запасных сменных амбушюр разного размера, не идеальных, но потребных на первое время, кабель для зарядки Type-C и маленькое руководство на китайском языке. Теперь о самом интересном. Начнем, как обычно, с зарядного бокса. Цвет у меня серый, в продаже также имеется еще черный. Сделан кейс в форме овала из приятного пластика, напоминающего Soft Touch. Тактильно очень приятный, но скользкий. К нашему счастью, не пачкается как глянец. Сборка хорошая, крышка не люфтит в любом положении. И за счет хороших магнитов фиксируется надежно, но относительно надежно. С лицевой стороны размещается индикатор заряда и физическая кнопка для первоначального сопряжения со смартфоном. На дне находится стандартное гнездо для зарядки USB Type-C, которое, возможно, вам не понадобится. Напоминаю, здесь есть беспроводная зарядка. Открываем бокс и видим 2 глянцевых места для наушников, которые располагаются вертикально. В каждом из этих углублений находится по 2 контакта для зарядки. Я, если честно, первые 2 недели постоянно путал левый и правый, когда помещал их в бокс. Никаких кнопок и индикаторов внутри нет, только маленькими буквами напечатана информация о зарядном кейсе. И, разумеется, вновь на китайском. Наушники, находясь в боксе, зафиксированы хорошо. Внутри при тряске не гуляют, а вот вытряхнуть при желании из бокса их проще простого. Габариты составляют 48 мм на 65 на 26 мм, а вес для таких размеров всего 42 грамма. Довольно малый, но не меньше Oppo Enco Free 2 версии, обзор на который я уже говорил, где смотреть. Одной рукой открывать кейс легко. В кармане, конечно, не потеряешь, но и сильного дискомфорта нет. Емкость аккумулятора 470 мАч, что более чем достойно. Быстрая зарядка от бокса присутствует. 10 минут заряда в боксе даст 2 часа 15 минут воспроизведения на 100% громкости. И тут даже добавлять ничего не хочется, это очень круто. Полный цикл зарядки 2,5 часа. Перезарядить наушники от бокса полностью можно 4 полных раза. Кейс безумно маркий, хоть тактильный и очень приятный. А теперь переходим к наушникам. Корпус изготовлен из того же материала, что и кейс. По этой причине из рук выскальзывают они на ура. Потом ищи их там в траве. Сборка хорошая, форма у них стандартная для затычек, ну почти стандартная. Не такая она уж дико удобная, допустим, как у тех же Halo. Из уха выпирают довольно сильно. По корпусу каждого наушника располагаются 3 встроенных микрофона, 2 из которых с шумоподавлением и 1 разговорный. Далее 2 углубленных контакта для зарядки, а мы с вами знаем, что это чревато. И самое главное, это красивая переливающаяся серая панель для управления тапами. Вес одного наушника 4,9 грамма, габариты вы видите на экране. При длительной носке появляется незначительный дискомфорт лично у меня. И опять же, если носить более 3 часов, хотя автономность здесь 10, но об этом далее. Емкость аккумулятора одного наушника 35 мАч, полный цикл зарядки в боксе чуть меньше часа. На 100% громкости они отыграли 5 часов 10 минут с выключенными режимами шумоподавления и прозрачности. На 50% громкости
10 часов 25 минут. Шумоподавление скромное до 35 дБ с 3 режимами мощности. Первый глубокий, второй сбалансированный и третий легкий. С метро не справляются. Посторонние шумы глушат в принципе отлично, но опять же хуже, чем аналогичные уши у многих брендов. Далее двухуровневый умный режим прозрачности, который сам определяет, когда необходимо включить разговорный режим, чтобы слышать собеседника. Работает эта функция неплохо, не считая того, что иногда ложно срабатывает при прогулке на мимо проходящих людей. Но даже у Samsung Buds Pro за $200 такой грешок имеется. В принципе, работает эта штука неплохо. Подвижные драйвера на 9 мм, динамические, разумеется. В тапах отсутствует функция одиночного касания, что спасает от ложных срабатываний. В основные этапы входят управление звонками, перелистывание треков, переключение между режимом прозрачности и шумоподавления, пауза воспроизведения. Изменения громкости в штатной раскладке не завезли. Наушники по одному работают, бесшовно переключаются с одного на другой, сенсоры приближения работают хорошо, сопрягаются со смартфоном прямо в боксе по открытию крышки. Анимации при подключении тоже нет. Уверен, что с китайскими смартами это дело завезли, но как с бубном устанавливать данную штуку на обычные смарты, лично мне не особо интересно. В шторке заряд наушников виден и показывает достоверную информацию. Кодеков тут немного, AAC и SBC. Защита от пыли и брызг IPX4. После тестов с водой с наушниками ничего не случилось, но рассчитаны они все-таки для защиты от обычного дождя, не более. Сопрягаться они умеют с двумя девайсами, мультипоинт — это очень круто. Идем дальше. Приложение имеется, но в нем будет трудно разобраться, так как оно не переведено даже на английский. Google Translate вам в помощь. Скачать его можно по QR-коду на коробке, доступно оно в России только на Android. Разумеется, все будем ждать перевода от наших умельцев, но не факт, что кто-то будет этим заниматься на одном альтруизме. На главном экране виден заряд наушников по отдельности и заряд бокса. Тут же находится переключение прозрачности и шумоподавления. Если спуститься ниже, то обнаружим настройки степени шумоподавления и прозрачного режима. Время до автоматического включения шумодава после прозрачного режима. Автоматическое включение прозрачного режима во время разговора. Пресеты эквалайзера, настройки тапов, управление сенсорами приближения. Да, их можно отключать, и это хорошо. Тест на посадку в ушах и поглощение звука из наушников. Bluetooth версии 5.2. Задержки на YouTube глазу незаметны, в играх аналогично. Примеры задержки вы сейчас увидите на экране. Микрофоны неплохие, но идеальными их не назвать. Сейчас вы услышите примеры работы. Тест микрофонов наушников Redmi AirDots 3 Pro в помещении. В помещении довольно тихо, но снаружи работают строители, ведутся строительные работы. И я думаю, что то, каким образом народ сейчас уплотняет асфальт рядом с моим домом, получается, напротив моего окна на 3-м этаже, вы слышите хорошо. Если не слышите, значит здесь просто великолепный шумодав. Дальше иду по комнате. В комнате уже есть мягкая мебель, поэтому чуть-чуть, но лучше. Вы должны меня слышать. Заходим в ванну, и в ванной вас будут слышать вот так, без воды. И так, душ надо включить, чтобы было реалистично. 34. Вот так рядом с душем вас будут слышать. Тест микрофонов беспроводных наушников Redmi AirDots 3 Pro на улице. На улице микрофоны данных ушей отрабатывают неплохо. Мимо меня сейчас проезжает газель. Довольно громко. Ветер, не знаю, наверное, метров 5 в секунду. Как вы прекрасно знаете, в Петербурге жара. И так вас будут слышать собеседники, если вы будете разговаривать по этим наушникам на улице. Учитывая форм-фактор и где у них конкретно расположены микрофоны, уши, конечно, шик, блеск, красота в плане микро. Опять же, они не идеальны, но неплохие. Сейчас мимо меня проезжает очень громкий пазик. Уже проехал. Я думаю, вы насладились его звуками. Вот так примерно вас будут слышать
собеседники в этих ушах. Звучание данных ТВС-наушников хорошее, запаса громкости в них по мне конкретно не хватает, так как уже на 50% громкости проигрываемую музыку слышно довольно тихо. В помещении без внешних шумов можно слушать, но на улице вам будет уже 100% мало этой громкости. На 100% громкости на данный момент с данной прошивкой появляется каша. Басы в этом случае звучат отстраненно. Да и звук тихий, конечно, можно попытаться вытянуть все через эквалайзер в приложении, но кто хочет покупать уши и так заморачиваться? И опять же, громкость вы этим делом не вывезете. С другой стороны, лично мне ее хватало. Но ощущение, что опять заботы о здоровье просто увеличивают автономность на бумаге, присутствует. Басов хватает, но они здесь довольно плоские. Опять же, на максимальной громкости они вообще куда-то исчезают. Не знаю почему. Объем тот, что нужен. Натуральность, скажем так, проскальзывает. Но вообще звук здесь масс-маркет. Неплохой, но однозначно не для щепетильных меломанов. В метро громкости вам хватать точно не будет, и с активным шумодавом тоже. Из минусов само звучание ушей, отсутствие запаса громкости. Хотелось бы полноценный набор кодеков, изменение громкости с наушников. Для меня минус приложения в ушах, кто-то, может быть, знает китайский, чтобы пользоваться китайским помощником. Цена по ссылке в описании к видео около $54. Чтобы проверить, есть ли промокод на скидку, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в прикрепленном комментарии. Через пару дней будет middle sale на Алиэкспрессе, так что готовимся, будут промики, будут распродажи. Резюмирую, свою цену наушники оправдали уже только автономность. Мне кажется, что они отлично подойдут тем, кто не любит орущую до боли в ушах музыку, а предпочитают все же что-то спокойнее. Шумоподавление отрабатывают свое и в тишине не фонит. Микрофоны в помещениях работают нормально. Дизайн интересный, хотя я против такого дизайна. Oppo Enco Free 2 на голову лучше и на 40% дороже. Meizu Pop Pro собраны хуже и кроме звука проигрывают практически во всем. Подписывайтесь с колоколом, пишите в комментариях, что еще купить для обзора. Приходим сегодня на прожарку Redmi Note 10T. Я заодно расскажу, что за печаль квадрик Mavic 2 DJI. Разочарование ценой 35 000 рублей. Девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.